В прошлом сеансе по теме энергетических паразитов нами было установлено, что серы — это производная раса от тех существ, человекоподобных, которые в результате эксперимента создали массу, которая впоследствии эволюционировала в рептилии. Сейчас я попрошу тебя на счет 3 отправиться в тот момент, когда ты первый раз столкнулась с этой цивилизацией, когда проходил тот самый эксперимент. На счет 1, 2, 3. Хорошо. Постарайся сейчас дать краткое описание этой цивилизации. Что это за существа? Опиши, пожалуйста, как они выглядят. Они все в таких комбинезонах, похожих на костюмы химзащиты. Так. И у них, знаешь, как будто стекло такое на лице и какая-то маска под ним. Но они дышат через это. Стекло, которое ты видишь, оно закрывает полностью все лицо? Вот оно по форме лица, как перевернутая капля по форме. И внизу есть такая часть, как с маской. К ней что-то подключено? Как фильтр, наверное, это больше работает. Такие маски, они у всех обитателей этой планеты в том времени, в том моменте? Ну вот в этих, да, в этом комбинезоне, в таких комбинезонах, то все. А те, кто не в таких комбинезонах? Нет, у них нет. Чем отличаются одни от других, можешь понять? Почему одни в этой униформе, у них есть эти Ну, потому маски, что они на работе. их работа Они связана? работают в этих масках, ну, в этих костюмах. Маски Это для не чего отдельно. предназначены? Это локальные условия? Это фильтр. Ну, на работе они должны дышать через фильтр. Фильтр предназначен для того, чтобы уберечь их от внешнего воздействия или наоборот? В обе стороны работает. Ну, то есть то, что они выдыхают, не попадает в пространство лаборатории, и то, что они вдыхают, не влияет на них. То есть это как чистая зона, да? Какая-то? Да. Я понял. Хорошо. Общую картину, кто они, что они из себя представляют, мы прояснили еще в прошлом сеансе. Сейчас попрошу тебя ускорить время, обращая внимание на факторы, события, основные моменты, которые вели их к трансформации, в результате которой они стали теми, кем мы знаем их сейчас, то есть серыми. Просто ускоряя время, обращая внимание на основные моменты. Но в том моменте, где я видела их, они уже не обладали полом. Ну вот прямо в том моменте они уже были видоизмененными. В результате каких процессов они стали однополыми? Это естественный процесс. Генная инженерия. Рождаются бесполые дети. Они преднамеренно это сделали? Или это какая-то ошибка Да, была? это было преднамеренно сделано для того, чтобы не было половой дискриминации, что ли. Все одинаковые. То есть цель их была привести общество к единому какому-то Да. знаменателю по половому признаку? А чем так была опасна разница полов? То есть были, я так понимаю, Это мужские и отвлекало женские особи. внимание, отвлекало от дел, от необходимых процессов. Ты сейчас говоришь об инстинктах или о чем? То есть Ну, вообще половое создание влечение, отношений отношения. между особями разного пола занимало время, занимало мысли, влияло на их решение задач каких-то.
Ты можешь переместиться в те события, как это происходило? То есть, во-первых, какой пол в конце концов остался? Только Ну, мужской или это... только женский, или вообще что-то Нет, среднее? это вообще как будто бесполое существо. Ну, я не вижу никаких внешних половых признаков. Как это происходило в социальном плане? Была запущена какая-то социальная программа. Ну, как будто для бездетных особей. Было условие, что дети будут бесполыми, и им будет предоставляться право получить ребенка в любой момент, когда они захотят. Ну, или любое количество детей. То есть этих детей создавали искусственно изначально? Да, Они не таких рождались? бесполых. Да, причем они, ну, как бы запустили эту программу и обязали тех, кто детей может рожать, ну, что-то типа яйцеклеток. Я буду говорить так, как это соотносится с человеком, ну, называть это теми Да, я именами. понимаю. Терминологию земную можешь Да, вот эти использовать. яйцеклетки и типа что-то сперматозоидов, все было нужно сдавать как-то регулярно. По поводу яйцеклеток понятно. Их, в принципе, в организме, скорее всего, образуется определенное количество Да. с определенной периодичностью. Изымая их периодически, ну, тем самым, в общем-то, можно на что-то влиять. Дело в том, что они их не использовали как, эм, ну, изначально использовали как материал для старта, а потом нет. Они отказались от оплодотворения и стали как стимулировать вот развитие плода. Ну, то есть использовали свои инженерии каким-то образом. Создание вот этих Да, бесполых особей. Да? да, и начали производство искусственных яйцеклеток. Каким образом они заставили общество отказаться в принципе от рождения себе подобных естественным путем? То есть в результате каких процессов произошел тотальный отказ или что-то другое? Почему перестали рождаться обычные нормальные? Они стали внедрять систему подбора генов. И тогда эти дети, они были выносливые, активные. То есть родители получали гарантию здорового, счастливого, активного ребенка. В то время как естественно рожденные дети, что с ними Это была, происходило? ну, лотерея так же, как у нас. Каким-либо образом эта программа стимулировалась со стороны, не знаю, правительства, там, науки и так далее, там, может быть, они распускали какие-то дополнительные вирусы, распространяли, от которых страдали обычные дети. Что-то Нет, я происходило не вижу подобное? распространения вирусов. Ну, просто когда критическая масса стала людей бесполых, они стали угнетать тех, которые... Чем? За счет Своим чего-то. совершенством или Нет, что? даже на уровне, ну, их стало детей, большинство, понимаешь? Обычные дети, они были, Они имели больше ну, влияния. как бы не такими, над ними издевались. А обратной ситуации не было в то время, когда ну, вот этих Нет, их модифицированных, искусственно очень созданных детей было меньше? поддерживали социальные все структуры. То есть все-таки этот переход, он был на уровне Да. правительства или управляющих структур произведен. Мгм. То есть управление сознанием, общественным мнением. Ну, это не то, что все сидят и управляют сознанием через компьютер или там Я понимаю, социальное какими-то... управление. Да, именно социальным давлением на уже меньшинство, скажем так. Эти Физиология, дети, да. они как бы эмоционально нейтральны, что ли, очень спокойные. А чем обусловлено Больше. их спокойствие, это нейтральность? Ну вот можно по нашему аналогу, как левого полушария, то есть логического мышления. То есть подавленная эмоциональная составляющая как-то? Мгм. Они достигли этого эффекта только за счет генной инженерии? Да. Я понял. Посмотри, пожалуйста, этих модифицированных детей.
искусственно выращенных, созданных. Насколько физически они отличаются от обычных? Сильнее, выше, больше, умнее? Какие физические, Ну, эмоциональные качества мне, преобладают? наверное, да, потому что у них нет эмоциональной составляющей в плане, ну вот тебе надо решить какую-то задачу, да, и ты можешь быть расстроен, или есть вдохновение, или нет вдохновения. У них просто есть задача, они ее решают. То есть более совершенно, можно так сказать, в плане Я понял. развития. Хорошо. После того, как, я понимаю, процесс занял какое-то время, вплоть до вымирания всех представителей предыдущей двуполых Да. расы, динамика развития культуры, науки, что для них преобладает в их понимании? Трансформация. Она принесла свои плоды, свои результаты? Стали ли они более успешными и развитыми? Да. Да. Насколько эффективно стало общество? Но оно во много раз стало эффективнее, чем было до этого. При этом по мере увеличения бесполого населения они внедряли, ну, типа моды нашей, да, всякие интересные штуки. Я поняла, они могут менять какие-то качества у этих детей бесполых, вгружать какую-то информацию, ну, как архивом. Они Навыки, могут. знания или что? Какую информацию? Ну вот я понимаю, что есть информация, как мы получаем, прочитал, услышал, да, там, увидел, а им прямо целый архив может загрузиться в мозг. То есть необходимость в Ужасная. обучении Да. пропала. Да, но только для этих детей. Потом зрение сделать острее, да, там, повысить чувствительность или еще что-то, подтянуть какие-то качества. На уровне чего это все происходило? Специальных каких-то вакцин. Это как магазин гаджетов, вот что-то такое. Но информацию вакциной не загрузишь. Нет, способность Способность понятна. загружать информацию, она была вот такая уже. А, допустим, хочешь зрение острее, да, там, или в большем спектре, ты можешь уколоть эту вакцину в центре, в специальном, и все. Это за какую-то оплату происходило? Ну, то есть это бизнес или это какая-то другая Да, структура? это типа бизнеса. То есть можно себя прокачать как-то было. Модифицировать, да, можно себя. А процесс загрузки информации, первоначальных навыков, может быть, направленности, он происходит как-то систематизированно, централизованно определяют, что там эта партия новых людей, допустим, пойдет на завод машины строить, а эта партия пойдет в лабораторию создавать там, не знаю, космические корабли. И все необходимые навыки и знания вот получают они. Как происходит? А им вообще вгружается все. То есть ты можешь эти помидоры выращивать и корабли делать космические. То есть Но есть вгружается более полностью престижные или все. у них нет разделения на престижные, непрестижные, там где-то больше доходит, где-то меньше, учитывая то, что есть коммерция, соответственно, есть и разделение на классы. У них есть разделение на классы. И я так понимаю, что началось оно с вот этой вот корпорации. Которая предложила Что, усовершенствовать свои тела, да, и эта она была частная. корпорация, да, она как будто формирует общество. Корпорация, которая обладает подобными возможностями, она, скорее всего, стоит у власти. Ну, она с этой инновацией власти и приобрела, в принципе. Это был Угу. момент отделения правящей какой-то верхушки от основной массы людей. Со Понял. временем их всех зациклили в одну сеть. Ясно. Но вернусь к вопросу о реализации. Имея полный спектр знаний, возможностей и навыков, человек может реализоваться абсолютно в любой специализации. Ну, Да. естественно, он будет стремиться реализоваться там, где ему, предположим, или больше платят, или приятнее работать, или что. Как происходит организация общества в этом случае?
Вот скажи, если у тебя нет эмоций, тебе важно где работать? Хорошо, мне не важно. Опять же, кто мне тогда направит? Если мне Есть нет эмоций, мне вообще не интересные хочется ничем задачи заниматься. и решение этих задач. Мгм. Все. Они, если начинают работать в одном направлении, то они и продолжают в нем работать, То не есть это как? меняются местами. Хорошо, начальную точку кто задает? Сами выбирают? Ну вот выпустили этого ребенка из этого центра, поместили в какую-то... Кстати, что по поводу детей? После того, как, по сути, распался институт семьи, Ну, мамы, папы во-первых, нету. первые дети, которые были еще, ну, большинство двуполых существ, они были как бы, ну, у родителей в семьях. А дальше уже и заинтересованности в семье не было, смысла не было в семье. И потом стали уже выращивать в центрах этих детей, и все. Хорошо, ребенка выращивают в этом центре. Да. Его там как-то, возможно, воспитывают. В центрах формируется какое-то направление, которое он в дальнейшем будет придерживаться. Это существо универсальное. Их просто бросают на какие-то объекты, где необходимо наполнение. То есть какая-то структура или орган, который производит вот это распределение Да, трудовых да. ресурсов по сферам. Все. Ну, в принципе, с обществом уже более-менее вроде ясность есть, как оно функционирует, на что оно похоже. Хорошо, давай еще вопрос по физиологии. Продолжительность жизни до модификации и после как-то изменилась? Ну и по земным меркам, по нынешним, если получится сопоставить, сколько жили Ну, век до тогда, модификации лет 400, наверное, так. а после? Ну, вот первые эти, они примерно так же жили. Первые дети бесполые. Я понял. Дальше уже они стали увеличивать, где-то уменьшать, стали проводить эксперименты по новым усовершенствованиям своей жизни. Со временем их облик, внешний вид менялся? Да, Что меняется? они превращались вот в тех серых, которых мы знаем. Под действием чего происходят те изменения? Ну, под действием апгрейдов своего тела. Они постепенно усовершенствуют даже внутренние органы, то есть вообще от чего-то отказываются, от пищеварения, от вкусов, от всего. Эти усовершенствования, они касаются конкретно особи, начиная с момента рождения, или уже вновь рожденные уже Ну становятся вот, модифицированными? ну вот у меня, знаешь, все время с программным обеспечением, только я понимаю, что это биологические процессы, но похоже на новое программное обеспечение просто, которое вводится путем инъекции. И вот они, допустим, дают типа рекламы что-то, что вот можно там сделать вот такое вот обновление. И существа приходят за обновлением, они наблюдают, если это работает, если это good, они тогда новую партию детей запускают с такой уже С этой базовой модификацией. комплектацией, да. Мгм. То есть базовая комплектация постоянно, ну, назовем ее так, постоянно росла. То есть Ну, в менялась, модифицировалась. в новой версии, да. То есть я так понял, Если что это, эта корпорация, по сути, захватила полностью, ну, да, монополизировала я тебе весь этот процесс. говорила, что вот это начало подъема этой корпорации над всей цивилизацией. Хорошо. Мы знаем, что в моменте сейчас, как можем его интерпретировать, серый не обладает душой. Да. Я хочу, чтобы ты постаралась отследить тот момент, когда они стали рождаться без души. Они не рождались без души, было немного по-другому. Но они, в общем-то, давно уже не рождались, их уже создавали они как-то. Да. Но получается, что в какой-то момент эта корпорация занялась вопросом бессмертия и столкнулась с двумя вопросами.
душа не может находиться вечно в теле, да, в этом. Как-то тело они отвергают. То есть они его модифицировали и поняли, что все равно тело это какое-то, ну, для них низшая форма существования. К первому вопросу, почему душа не может находиться в теле, ну, если не вечно, то, по крайней мере, какое-то чрезмерно продолжительное. Нарушаются процессы, то есть перестает правильно циркулировать энергия. По сути, становится как малоэффективная эта структура, понимаешь, души. Малоэффективна для существа. И она Как бы, все время стремится, ну, как бы назад. почему у меня сейчас возникает подобный вопрос? Души, которые перехвачены там теми же серыми, рептами, которые воплощаются через астральные уровни, они по сути захвачены, ну если не в теле физическом, то в энергетическом, в астральном скорее. Находясь в астральном теле, механизм точно так же работает? Ухудшается этот обмен? Да. Тогда какими рамками ограничено? Существование в физическом теле, в Ну, энергетическом, если неважно. держать все время в физическом мире, то Мгм. оно истощается очень быстро. Если вот так, как действуют они, ну, физическое-астрал, Так. не так быстро. То есть в астрале медленнее процесс идет намного. Как продукт он портится, да, но если это заморозка сильнейшая, то он портится в 1000 раз Мгм. медленнее. А крайняя степень истощения как выглядит? Когда уже, ну вот все, дальше уже ничего не происходит. Ну, для физического тела это смерть. Для души это что? Я вот увидела на примере этих существ, то есть грубеет как-то оболочка, и вообще энергия плохо проходит. Это во-первых. А во-вторых, оно начинает отравлять организм, ну, для того, чтобы он быстрее умер. То есть идет процесс такой, как бы освобождения уже, Аварийного освобождения? аварийного освобождения, да, вот правильно ты сказал. Мгм. Процесс вот это вот, когда загрубевает оболочка и так далее, он обратим? Да, То есть душа освобождается, и все, да. возвращается в общее, и там она, в принципе, может Оно восстановиться. сразу, как только оно освобождается от всего, сразу становится, ну, таким же эластичным. То есть Я это как понял. включается какой-то ресурс уничтожения. Хорошо, они пришли к этому выводу. И дальнейшие их действия, что они предпринимают для того, чтобы, ну, изменить эту ситуацию. Ну, это я так быстро сказала. Вообще процесс это не одно поколение проходило. Да, я понимаю. Что они сначала сделали свое тело физическое как, ну, искусственным каким-то. Но со временем так и произошло. Еще в тот момент, когда они отказались от естественного рождения, они уже свое тело сделали практически Ну, это искусственным. больше сейчас похоже на какой-то костюм, на одежду, на какой-то предмет, знаешь, не относящийся. Скажи, пожалуйста, а когда они начали создавать искусственно себе подобных, души по-прежнему воплощались в этих телах, вновь Да, созданных? То есть, соответственно, там присутствовал какой-то элемент, который позволял душе интегрироваться, нормально да. функционировать, ну, то есть существовать в этом теле. Даже когда у них тела стали съемные, они все равно, душа была у Что них. значит съемные? Ну, как одежда. То есть они практически освоили навык выхода из физического тела, осознанный, полноценный. Нет, это не А что? совсем выход, как у нас. Опиши, Это пожалуйста. определенная манипуляция, ну, то же самое апгрейд, когда тело четко отделяется от астрального тела, и оно как застывает отдельно. Вот как на воде корка льда или там на молоке пенка.
вот так оно уплотняется, то есть оно должно быть пронизано, все слои пронизывать, да, а оно отделяется и становится как шкурка. Мертвым? Ну, Или оно продолжает фактически, да. функционировать? М-м. Ну, оно какое-то, ну, вот как там кожа, допустим, кожаная вещь, да, она не синтетическая, но тем не менее нет в ней процессов никаких. После того, как они возвращаются в свое тело. Они вообще возвращаются в эти тела обратно? Но они их носят. Зачем им вообще эти физические тела остались нужны? Ну, как будто это модно. Ну, вот даже не модно, а это нормально быть, ну, ходить по улице в физическом теле. Ты же не ходишь без одежды. Я понял. В том моменте они, то есть душа еще все-таки присутствует. Есть душа, есть астральное тело, но просто они научились, как-то отработали этот навык, они могут оставлять физическое и в астральном теле куда-то перемещаться. Зачем им это было нужно? Ну, вот у них есть понятие, как будто это высшее существование или высшая степень развития у них такая. Эта трансформация, она коснулась со временем всей цивилизации или какой-то отдельной группы, может быть, властимущих? Нет, всех. Ну, потому что первыми шли наоборот, а те, которые были ниже, первые получали апгрейд. Хорошо, когда они еще функционировали больше в своих телах, ну то есть не выходили, как они питались, как они обеспечивали себя энергией, свое тело? Но они отказались от питания как такового, пока они еще с телом были одним целым. Они, ну, типа каких-то пластырей, что ли, у них было. Ну, Ну то есть какое-то они получали трансдермальное физические питание. какие-то, да, Да, вещества. Потом они модифицировали свое тело до такой степени, что им внешнее питание как бы и не нужно было особо. да. Есть Хорошо. специальные способы ухода за этими шкурками и все. Ну, как химчистки, типа, ну, там восстанавливают как мягкость, жидкость, ну, какую-то, ну, вот они мягкие, эластичные за счет этого. Я тебя понял. К тому моменту, как они освоили астральное пространство, астральный план, ну, фактически это и произошло, когда они научились Да. отделять себя от физического тела, выходить в астральном, они знали о существовании других представителей или цивилизаций, которые существуют только в астральном плане. Они с кем-то уже сталкивались к этому времени? Ну, я вижу, что они наблюдали уже последствия своего эксперимента, вот этой темной массы. Но это произошло не сразу, то есть не то, что они запустили и посмотрели, что получилось. Это уже было, когда много было миров разрушено. То есть они как-то отслеживали ее передвижение, эволюцию или что? Нет. Ну, я тебе об этом и говорю, что они не отслеживали, просто А, потом такие: «А, смотри, что получилось». но они поняли, что это результат их эксперимента. Да, но потом они разобрались. Но тоже не было у них инсайта такого, что «О, это результат нашего эксперимента». Я понял. А прямой контакт произошел со временем когда-то, потом уже? Не попали ли они в свое время под влияние энергетических паразитов, Нет. будучи еще одушевленными? М-м. Хорошо. Двигаемся дальше к моменту, когда они теряют У душу. них точка была соприкосновения — это Земля, Мгм. потому что они были на ней до того, как потеряли физическое тело и душу. И потом они вернулись уже после. Я понял. Следующий их этап эволюции – это отказ от души, в силу того, что душа со временем начинает уничтожать их астральное тело за счет этого старения, да? Ну, правильно я Мгм. понимаю? Каким образом они отказываются от души вообще? То есть что это за технология? Извлекают, удаляют, отпускают. Что происходит? Они изначально просто разрабатывают вот этот пакет, ну, который похож на пакет,
оболочку, которая держит пиксели в куче, понял? Потом изымают душу, Так. и все, Это и происходит. погибают. Те, у кого изымают душу, они все равно погибают. Потом они начинают запитываться на тех, у кого душа есть. Ага, ну вот, в Появляются общем. доноры. Доноры это им подобные? Да, Как они обеспечивают съем энергии? То есть как подключаются к донору? специальные, похоже на присоску с трубкой. Подключение происходит на физическом уровне или на тонком плане? Ну, уже как такового у них физического уровня, кроме шкурки, нет. То есть на тонком плане. То есть они к этому времени на тонком плане уже разрабатывают первые импланты какие-то? Ну, разрабатывают, потому что ну смотри, эта оболочка, она тоже можно считать на уровне импланта, понимаешь? Уже. То есть, по сути, они перемещают себя, свое сознание, свое астральное тело в некую астральную оболочку, ими же созданную. И там она, в общем-то, существует. Но при условии, что эта оболочка запитана на какого-то донора, у которого есть душа и есть источник энергии, необходимый для существования этой Мгм. оболочки. Хорошо, Наталья, давай попробуем вот с того момента, когда они поняли, что физические тела им нужны только для, ну, в качестве костюма, как дань моде, там, пережиток прошлого и так далее, когда они полностью переходят на тонкий план. Но Но еще с они душой. продолжают носить эти тела, внутрь впихивают эту оболочку. Они переходят на тонкий план. Что происходит там, чем они там занимаются, что они создают, к чему они стремятся. Так, смотри, они переходят на тонкий план и никуда не стремятся. То есть они просто супербоги среди своих. Понимаешь? Ну, Это я очень понял. модные. Вот. Была Они не локальность строят в какая-то. астрале замки там, не создают рвы с крокодилами в астрале, понимаешь? Ничего не делают. Они делают все на своей планете пока. Хорошо. И в астральных телах тоже находятся на своих планетах. То есть здесь критический момент, когда первый, кто избавился от физического тела, их начало утягивать в общее, разрушая их астральное тело. Тут они спохватились, стали делать, ну, вот эту оболочку. То есть тоже ж не с первого раза получилось. Создали эту оболочку. Все, теперь вопрос, ну, как бы отпустить душу и остаться при своем. То есть на первоначальном этапе эта оболочка была нужна им для фиксации их астрального тела в каком-то конкретном Да. пространстве. Чтобы их просто не тащило, они не тратили свои силы, сопротивляясь притяжению общего сознания, да? Ну и не тащила, и она не давала распадаться астральному телу, рассыпаться. Потому что чем дольше они задерживались, тем интенсивнее работала душа на На освобождение. освобождение. Да. Мгм. Ну, Будучи на чем больше воплощении, жизни проходит через нить, тем как бы быстрее надо будет в общее идти. для некого восстановления, да? Да, но при обычной жизни свободного существа этот лимит исчерпать невозможно, понимаешь? Ну, то есть, если живет существо, ну, не человек, а на другой планете, там 100 тысяч лет, да, оно все равно не исчерпает. А если вот так, как у нас держат, ну, не пускают в общее, и получается, что мы с астрального уровня на Землю, там опять на астральный, то есть нас это ничем не ограничивает, свободных существ. Ну, вот такая эксплуатация. Я понял. Хорошо, вернемся к серым, к их новым модифицированным телам, то есть которые уже не зависели от физического тела, то есть это полностью астральное уже существо, которое может использовать физические тела в физическом пространстве для каких-либо манипуляций с физическим миром. Будучи в своем энергетическом теле на первоначальном этапе, они создают некую оболочку, в которой они могут полностью сохранить свою суть, весь свой опыт, ну и все, что, в общем-то, определяет их как, ну, личность, да?
Я правильно понял? Все, что прописано в оболочке души. Они Они с могут помощью этой оболочки могут удержать свою суть. Из сути состоит и астральное тело. астральное тело, и физическое тело. Все формируется из твоей сути. Ясно. Дальнейшее развитие этого эксперимента, то есть как они все-таки достигли стабильного состояния, когда как бы и суть осталась, и функционирует нормально. Но они поняли, что без души не получается существование. Есть какой-то остаточный заряд небольшой, он быстро угасает. Для поддержания жизнедеятельности неодушевленных собратьев они придумали вот этот вот имплант первый, как бы такой. А кто выступил донором? Вот первым. Это был доброволец или это был первый, кого поймали? Ну, кто Ну, захочет там отдавать свою энергию добровольно? все добровольцы, они все работают как бы за одну идею. А, ну да, у них же персональных Поэтому, никаких стремлений нет. ну, это было выгодно им с каких-то. Ну, то есть ты можешь стать бессмертным, но просто вот один уже стал бессмертным, а пока тебе надо, ну, ему как бы послужить донором, а потом и ты будешь бессмертный. И мы решим этот вопрос, чтобы никто никому донором не был. Хорошо. Наталья, скажи, пожалуйста, когда они на том этапе уже создавали новые тела, в которые уже не приходили души? Или как? Нет, я пока не вижу, что они что-то создают. Им не нужно. То есть есть некое конечное количество серых в том виде, в котором мы знаем их сейчас. После того, как они подцепились на доноров, Так. они не создают никого нового. У них население в одном и том же количестве, в принципе, пока. Но доноры же Плюс-минус. не вечные. Пока да. Они начинают метаться в поисках более простого, ну, как аккумуляторов каких-то, да, поддержания своих Более жизненных удобных источников способностей, питания. да, да. Мгм. То есть на том этапе они прекращают создание новых существ. То есть если до этого они там Они создавали как-то существа. партиями периодически создают, но после первых вот этих доноров они очень долгое время ничего не создавали. А потом те, которые уже после этого промежутка были созданы, они практически были созданы как еда, понимаешь? То есть они все-таки умели создавать тела, в которые приходили души, которыми они прекрасно питались. Ну, это было типа аморально для них. Я вижу, Мгм. что это не приветствуется. Те, которые были до этого донорами, они не поумирали, их тоже перевели в состояние реципиентов. И они начали быстро рыскать по мирам, искать питание. Хорошо. Наталья, еще один вопрос меня очень сильно волнует. К тому моменту вот эта корпорация, которая, в общем-то, всю эту кашу заварила, подпитывала и развивала и так далее, есть кто-либо, кто стоит во главе всей этой структуры, этой корпорации, какое-то существо, может быть, представитель их расы? Корпорация уже это весь их мир. Она поглотила полностью всю цивилизацию. Это все корпорация. Централизованного управления больше нет. Ну как тебе объяснить? Не то чтобы нету, есть верхушка, так называемая, у этой корпорации. Это не одно существо, это какой-то состав существ. Но это не те, которые начали, те поумирали, уже несколько поколений поменялось. Но есть правящая верхушка. У них Шайба. есть какой-то определенный план, цель глобальная, к которой они стремятся, проводя все эти модификации, стремясь обеспечить бессмертие каждого представителя их расы. Ну вот смотри, если девушка делает себе пластические операции, у нее есть цель быть красивой, да? Так. Мгм. Но как результат, и красивая она только в своем понимании, если много-много операций сделать. Вот так и у них получилось. Они усовершенствовали себя максимально и стали зависимы от энергии
чужой. Чувство постоянного голода. Тогда они сорвались со своей планеты и начали уже паразитировать на других существах, на других планетах. Сначала просто, как знаешь, просто подключались и качали их. Потом они уже вышли на сбор энергии. То есть только в союзе с рептилиями они поняли, что ее можно собирать, накапливать и раздавать как бы порционно. Сейчас я попрошу тебя рассмотреть момент их первого взаимодействия в плане сбора энергии с кем-то не из представителей их расы. Насколько я знаю, для того, чтобы получить доступ к чужой энергии, нужно получить, по сути, позволение. И они его получили. На каком уровне, как они его получили? То есть им что сказать? Они вели переговоры, Так. получили, и потом этих же существ тоже обессмертили. И кто это Пошли был? дальше. Тоже гуманоиды, но они не похожи на них. После модификации что произошло? После того, как они их обессмертили, они стали похожи на них или остались Да, прежними? они стали... ты имеешь в виду образ? Образ. Нет, они остались в своем образе. И пошли дальше вместе. Они стали их как подчиненными, как-то на уровень ниже они держатся. Пошли дальше и так постоянно. А кого-либо из тех, кого они по сути создали, модифицировав, мы знаем их? Они присутствуют в нашем пространстве? Кого обессмертили? Да. Да, но это гуманоиды разных видов. Вот в их подчинении. Ясно. Покидают свою планету они с их физическими телами на физических объектах, кораблях или на чем-то еще. Когда они отправились в поисках энергии, новых Да, они в источников. шкурках идут, же переговоры ведут. Все манипуляции по сбору энергии они производят на тонком плане. Энергию они собирают на энергетическом уровне. Как выглядит процесс производства имплантов? Но это сложно назвать производством, это просто слепленная трубка на каком-то каркасе. И все. Ну, ты говоришь сейчас о первых имплантах, я так понимаю, которые... Да. А в дальнейшем? В дальнейшем они стали разрабатывать для себя какие-то, как будто упрощать процесс сбора энергии. А потом уже в процессе взаимодействия с рептилиями у них появилось производство, как заводы. Объемы сильно увеличились, им надо обеспечивать энергией всех, кто участвует в этом. Плюс им не надо фокусироваться на сборе энергии. То есть у них какой-то период жизни был вообще посвящен просто тупо выживанию. А теперь они могут заниматься возрождением целостности своей. Ты говоришь, вот они с некоторыми цивилизациями взаимодействовали, они изначально с ними заключали договора на донорство, а потом их модифицировали, и по сути тоже обессмертили. Зачем им это было необходимо? Зачем они их обессмертили? Такова была договоренность. То есть они еще в тот момент какие-то договора дособлюдали. Да. Ясно. И, насколько я понял, себе подобных, Они одушевленных тягали за собой, да. до определенного момента, но это было уже как бы по их меркам аморально, и со временем они их тоже перевели в ранг реципиентов. То есть тоже обессмертили, когда появилось достаточно энергии извне. Не совсем так. То есть они, допустим, прилетели на планету, шкурки одели, вышли, поговорили, договорились, подключились. Там живут и питаются. Никому не мешают, никуда не лезут, просто выживают. Доели этих, обессмертили, погребли дальше все вместе. Всех запитали, опять шкурки накинули, вышли, договорились, предложили что-то, какие-то технологии. То есть кто-то так соглашался, как помочь, знаешь, просто. Кто-то какой-то обмен предлагали. И вот так вот они... Это, знаешь, как выживание в пустыне в поисках воды. То есть они мало что предпринимали, просто выживали.
А когда вся ситуация, в общем-то, изменилась в корне, когда они от момента выживания перешли к процветанию? Ну, это уже было в союзе с рептилиями. Они стали не просто выживать, а очень хорошо жить. Причем их устраивала низкая позиция по отношению к рептилиям, потому что иначе они бы продолжили просто. Как они первый раз с ними столкнулись? Что это было за событие? Как развивались их Они попали в отношения? пространство Земли. Ну, первый раз было, когда они их создали, по сути, своей ошибкой, да, дали им доступ сюда. А вот такая официальная встреча произошла уже возле Земли. И как это происходило? Но они явились сюда, я так понимаю, в пространстве Земли. Они прибыли, скорее всего, в физических телах, на своих кораблях. Ну Или да, и что это? думали Это была повторить группа или что это было? знакомую схему, Что пошло не договориться так? с людьми и действовать. Тоже их потом обессмертить. Ну, тут уже были боги, тут уже были рептилии. Понятно. Но попытка высадиться на Землю была или нет? Ну, то есть провернуть свою стандартную схему, или они сразу прибыв в это пространство, они уже на тонком плане определили, что здесь есть серьезная сила, с которой стоит считаться, и просто так здесь пропетлять не получится. Ну, так как они были в шкурках, они не могли понять, что это за существа. Они решили сначала, что это вообще какие-то, ну, типа животных, как сутевой энергии существа. Это они про рептилий так подумали? Не про рептилий. Рептилии решили посмотреть, кто это. Ага. Потому что ниточки у них не тянутся, то есть явно как бы такой души нет. А сутевая энергия, может быть, есть. То есть они попытались просто пронаблюдать за ними. То есть, а когда уже эти товарищи вышли на контакт, то была тревога, и их быстро сгребли и провели с ними воспитательную беседу. А в чем заключалось? Ну, что они вообще попали на чужую территорию. Что здесь понять не получится по Да, шару. тут не получится питаться, поэтому они их просто могут уничтожить, но они им предложили технологии, то есть решили добазариваться с хозяевами, А что конкретно они предложили на первоначальном этапе? договариваться. Я имею в виду какие технологии. Продемонстрировали свои импланты, которые они производили. Ну, это было еще жалкое зрелище, в принципе, но рептилии это устроило. Они поняли, что они могут обеспечить и другие, просто у них не хватает на это ресурса. Скажи, пожалуйста, а до прихода серых рептилий каким образом снимали энергию? Больше просто эгрегорная молитва, страх, религиозные силы природы, ну, боги и все остальное. То есть подключки астрального плана такие, да? К эгрегорам. Да, А чем импланты серых им показались более эффективными или удобными, может быть? это, понимаешь, уже не просто отбор или структура, да, там какая-то. Это похоже на какой-то автоматизированный процесс. Я, в принципе, понимаю, о чем ты говоришь, потому что спектр действия имплантов намного выше, чем контрактов, договоров и Да, остальных подключек. Способ воздействия и манипуляции намного шире. Хорошо. То есть они заключают этот союз. Их основная сфера или зона влияния расширяется в соответствии с тем, где уже действуют рептилии. они сначала их отправляют как будто показать, они их кормят, во-первых, и отправляют их показать, что они вообще могут, какие у них на сейчас есть наработки. Кормят их хорошо, и так как они настроены на постоянное какое-то совершенствование своих технологий, это уже заложено в их модифицированное существо. Они начинают еще модернизировать эти импланты. Сначала рептилии за них практически дерутся, потом там начинают решать, как же обеспечить поток, начинают какие-то сбрасываться, как в общак, знаешь, энергию собирать на эти импланты.
Вот, и запускают уже такое мини-производство. Ясно. Скажи, пожалуйста, до А, контакта с серыми рептилии где накапливали энергию? Были ли у них вообще какие-то хранилища, куда-то накапливали, или они сразу ее в себя, поглощали? в Сразу себя. поглощали. А с приходом серых ситуация как-то меняется? Появляются ли какие-либо резервные хранилища, ну еще что-то? Вот, да, я же тебе о чем и говорю, что сначала они их просто кормят, да, перенаправляют на них часть энергии, а потом начинают создавать хранилища общие. Хорошо. Еще один аспект. Скажи, пожалуйста, серые по сей день используют физические тела, физические объекты, присутствуют ли они в физическом пространстве? Шкурки их есть, да, корабли есть. А зачем они это все сохранили? Корабли, шкурки там и так далее. Они же могут прекрасно, в общем-то, все делать на тонком плане и все. Зачем им это нужно? Ну, это манипуляция, это влияние, Дополнительная сфера влияния какая-то. да. У Ну меня и только вообще есть они одно не могут себе предположение. позволить расстаться с этим раз и навсегда, потому что когда они наладили производство, когда они стали уже неотъемлемой частью системы, они занялись тем, что как модернизировать, заниматься мутациями, опять же, генной инженерией, чтобы обратно создать себе тела, Себе тела, в чтобы общем-то, они не создать, разучились создавать. создать заново свою цивилизацию. Мгм. А что им мешает это сделать в любой момент времени? Свои тела создавать они, в общем-то, Они не хотят умели. простую, они хотят идеальное. А есть ли у них сейчас какая-то планета или какое-то пространство, которое они считают своим домом? М-м. То есть они как кочевники такие. Они живут на кораблях, существуют на кораблях, ну, я имею в виду в физическом Да, пространстве. но это знаешь, как вот временная мера, а потом они такие идеальные, все заселятся на какую-то самую лучшую планету, которую они выберут. Ясно. Мы в одном из недавних сеансов столкнулись с планетой, которой они полностью управляют. То есть там создано определенное какое-то общество, простое, удобное для них в плане управления. Что это за планета? Я имею в виду в их структуре. Ну, это расширение горизонтов, они тоже хотят быть хозяевами и, в принципе, Им позволили создать подобную планету? Или они, в принципе, могут ни у кого ничего не спрашивать, создавать подобные миры? у них есть определенные договоренности у всех, сущие между собой, но все равно каждый что-то для себя тайно делает. Но и здесь они вроде как, да, мы хотим там энергию собирать, да, там усовершенствовать все свои эти, но не для того, чтобы рептилии откармливать, понимаешь, а для того, чтобы у них хватало на все эксперименты. Они, когда добрались вообще до Земли, их допустили до всего изобилия видов, они тут такого намесили из того, что было. Вот знаешь, у меня есть ощущение, что они никогда не создадут свою цивилизацию обратно, ну, одушевленную, потому что у них какое-то очень идеальное представление, и им не соответствует никакая физическая форма. Я понял. Теперь как раз к вопросу о создании, ну или рождению новых себе подобных. Я так понимаю, что они бессмертны, но в силу различных обстоятельств, например, попали к нам в руки, они бывают, что да, отправляются на переплавку в ядро. Наверняка существуют и другие факторы, которые способствуют их трансформации во что-то более полезное, чем они сами есть. Как они создают новых себе подобных? Не создают. А могут Могут. по старой схеме. То есть создать Ну, в тело. принципе, не совсем по старой, много новых наработок. Ну, примерно так, да. Но суть не меняется. То есть они, в принципе, могут создать себе подобных, Конечно. вполне пригодных для того, чтобы туда воплотилась душа. Ну, ты понимаешь, это все для них такое фу. Ну, это как, я не знаю, там затасканную какую-то одежду там найти, не знаю, 50-х годов, да, там изношенные дырявые валенки, в которых проходило 30 мужиков, и одеть. Вот Ну такое. хорошо, давайте чисто абстрактная ситуация, хотя что абстрактно, вполне реальная.
В результате некоторых событий их численность сейчас уменьшается до критического какого-то значения. Они будут создавать на данный момент самые идеальные, по их мнению, тела. И Но не что все для дальше? них не идеально, но Но они создадут идеальные, по их мнению, тела и опять их обессмертят, по сути. Или ну, нет? по сути, да. Ну, то есть они, в принципе, могут обеспечить тот же конвейер, создать одушевленных себя, точно так Мгм. же извлечь душу, получить тот же самый или какой-то более интересный экземпляр и дальше, в общем-то, существовать. Да. И в каких количествах они могут это осуществить при необходимости. Ну, если учесть, что у них есть тайные запасы собственные, то в огромных. То есть армия еще та. Ну, знаешь, это такая себе армия, потому что задача не завоевывать, а усовершенствовать. Они как бы... Ну, вот ты представляешь, ты решаешь, что тебе надо произвести партию оружия и пострелять врагов, да? И ты начинаешь с рогатки, все время усовершенствуешь, заканчиваешь пусть там каким-нибудь автоматом, да, а понимаешь, что еще есть что-то типа там водородной бомбы. Ну, у тебя это в представлении есть, но ты пока дошел только до автомата, а жизнь, она уже закончилась, понимаешь? Ну, вот так и они все время совершенствуют, но так как у них жизнь не заканчивается, понимаешь, получается, что они в какой-то бесконечной гонке. Они все время собирают какие-то образцы, какие-то материалы, каких-то существ, куча информации. То есть вообще это, ну, человек, если бы попал, да, в такую вот, ну, в такие обстоятельства, ему надо было это выучить или хотя бы понимать систему, объем информации, у него бы лопнул просто мозг и все. То есть, если я правильно тебя понял, то, в конце концов, хочу подытожить, в погоне за созданием идеального тела в этой генной инженерии и всем таком подобном, они пожертвовали физическими телами, и для них сейчас это просто как нечто неприемлемое, пока не будет какого-то идеального результата. То есть их Да. основная цель – это создание некого идеального физического тела, в которое им будет, образно говоря, не противно воплотиться, или чтобы их будущие Да, но это всех поколения устраивает, воплотились. потому что их генетические эксперименты, они дают еще и управление цивилизациями, которые находятся под паразитическим управлением. Ну, то есть они могут создавать идеальных доноров здесь. Я понял. Давай То есть у них посмотрим. есть основная собственная цель, да, но они очень много полезного, в кавычках, делают для других сущностей вот этими своими бесконечными поисками. То есть они, знаешь, как супер мотивированные получаются. Есть ли у них какая-либо иерархическая структура вот внутри их, назовем, цивилизации? Да. Чем обусловлена эта иерархия? Как они определяют, Ну, кто первое, будет кем конечно, управлять? видом. Я так понимаю, иерархия у них появилась на основе иерархической системы рептилий, то есть уже простроилась в результате взаимодействия между собой, ну, между серыми. Так, А те, которых они обессмерчивали, да, те, ну, то которые есть не выступали первородные, да? донорами, да, другие гуманоиды, гуманоидные расы, они уже изначально как бы были ниже. Но вот кроме этого разделения не было. А потом уже, когда они столкнулись с рептилиями, то у них появились, знаешь, такие как уровни. Но я не могу сказать, что похоже, у них немного по-другому, у них уровни доступа, уровни влияния, кто выше, они охватывают там, допустим, все эксперименты, да, кто-то начальник там одного отдела, кто-то другого, кто-то начальник всего НИИ. Хорошо. Как они определяют, кто станет во главе той или иной группы? Все зависит от их организаторских способностей То есть и персональные данные какие-то способностей. все-таки присутствуют у них? Да, Накопленный но это опыт или не, что?
Но это даже не опыт, это, знаешь, как у всех, в принципе, изначальные данные примерно одинаковые. Ну да, учитывая то, Просто что как они как созданы. они могут их использовать, вот это важно. Но и то, правление не сходится в треугольник, как у рептилий. Ну, то есть внизу мелкий, на верхушке самый жирный. У них сходится это в круг сущностей. То есть, в принципе, они могут перемещаться между этими позициями, спокойно друг друга замещать. Да, но просто это не одна там ключевая персона, понимаешь? М. Это какая-то верхушка есть, но их там несколько. Ну и в эту верхушку не попадают другие гуманоиды. Другие это в смысле не первородные или что? Ну, не серые. Ясно. Их могут даже понижать в ранге. А кто может их понижать? Ну, их начальники. То есть не самая верхушка, непосредственные начальники могут понижать за какие-то результаты неудовлетворительные исследований или экспериментов. И я так понимаю, что кто ниже рангом, у того менее качественное питание, менее объемное. То есть, в принципе, есть масса всяких моментов, которые влияют на их качество существования. Те, кто стоит выше, Да. на каких-то организационных должностях, и те, кто выполняет, предположим, работы по контролю или установке имплантов. Бывают ли у них какие-либо, может быть, там, не знаю, перевороты или Нет. возмущения? Ну, то есть у них есть четкое принятие своей позиции. Они очень организованные. Поэтому в данный момент они управляют людьми, а не наоборот. Ясно. Весь тот опыт, который они накопили в процессе своего существования, то есть информация, технологии, ну и так далее, он где-то хранится, сосредоточен, или они его просто, вот они им обладают априори? Они им обладают внутренне, то есть он был вгружен изначально, да, и потом просто добавлен. А новый каким образом опыт добавляется? Они его также могут вгружать друг другу или там централизованно происходит? Каждый серый знает то же самое, что и там. Знает. То есть каждый из них обладает одинаковым объемом информации. Ну, как-то база пополняется, да. Каким образом они подключены к этой единой базе? Ну, она изначально так настроена. Ну а посредством чего они с ней взаимодействуют? Это какие-то каналы или что? Ну да. А в каком пространстве находится эта база? Есть базы данных и вовне, и внутри. Вот которые вовне. А есть на кораблях, То есть в есть физическом пространстве а, где-то, да? да, есть на планетах. Они как продублированы, но это больше похоже на Сервер. архивы, да, на серверы. А есть, ну, допустим, маленький, да, кораблик там жужжит где-то, у него как доступ к этим, как в интернет. То есть на нем база не хранится, но есть доступ. То есть изначально весь обмен происходит в физическом пространстве, а потом Нет. уже... Первоначально база в них. Я бы сказала, в мозгах, но у них физических мозгов нет. Правильно, вот процесс. Вот. От конкретный представитель получает новую информацию, новый опыт, он, соответственно, должен передать. Оцифровывается и распределяется на серверы. В этот момент все Ну, абсолютно получают эту же информацию. как будто, ну вот представь, если он, когда получает информацию, у него нажимается кнопка на голове, например, да, Так, то кнопка нажимается одновременно у всех. то есть никто из них не может ничего скрыть от себе подобных. Ну, то есть они как одно целое Нет, существуют. это они не одно целое. Есть такая оболочка у них, да, которая модернизирована уже. Ну, я понял. Это дополнительная функция. Информация сразу не расшифровывается, то есть это не новости ты читаешь, сидишь. То есть при Поним? необходимости они могут эту Да, информацию запросить.
То есть у них не бежит постоянный поток информации. Вот серый номер 328 581 Пошел только что потихо за смотрел, углом. как какает бабочка. Да, то есть такого нет. Ну, ты понял, у них это прописывается, но они должны ее запрашивать для того, чтобы получать. То есть по типу общего сознания они уже сделали что-то подобное, тоже как у нас работает по запросу, и у них работает по запросу. Но это примитивное, то есть у тебя есть машина, большой джип, и у твоего сына есть маленькая машинка, они не одинаковые, хотя выглядят одинаково, да? То есть Да. и у той колесики есть, она ездит, и у этой. Ну, То я есть наше понял. общее сознание так как настоящий джип, а у них как игрушечный. Ясно. Давай к вопросу питания еще раз вернемся. Рептилии и серые, они питаются одним и тем же видом энергии. Насколько я знаю, энергия, в принципе, они ее разделяют по свойствам. Ну, по крайней мере, человеческую. Или это чисто условное разделение? Знаешь, питаются они достаточно всеядные, они, в общем. Ну, Да. вообще тогда к чему? И есть ли вообще подобное разделение по типам энергии? То есть есть энергия, Разделение для производства имплантов. Вот тут важный момент, какого качества энергия. есть все-таки какой-то определенный Да, фактор, который энергии придает определенное качество, которое используется в дальнейшем для определенных целей. да, причем рептилиям все равно, как бы питаться, и гуманоидам все равно, как бы питаться. А вот другие сущности, они там есть и не все ядные. Ясно. Мы в свое время в предыдущем сеансе выяснили, что для рептилий опасна энергия души в чистом виде. Ну, то есть не окрашенная Для всех сущностей. опытом. Вот. Но они, в общем-то, немножко из другого, ну, не материала, материи созданы или возникли. Серые, они, по сути, в общем-то, в первоначальном виде и могут даже сейчас себе создать подобных в первоначальном виде вполне одушевленных существ. Ну, то есть они могут касаться энергии души в чистом виде, по сути. Ну или Потому как они? что, Да. ну, в любом случае, они, когда начали питаться чужой энергией, они потеряли свою индивидуальность. То есть они перестали быть, ну, одушевленными, скажем так, Но они перестали быть одушевленными, как только они, и в стали принципе, обессмертили паразитами. себя. Ну, когда они начали питаться другой энергией, а вся энергия, она пропущенная была через оболочку и имела информацию других существ. Это как краски, если ты смешаешь, получится грязь. То есть Они они со превратились. временем просто потеряли эту способность воспринимать эту энергию и, ну, то есть, чтобы она в них усваивалась правильно или что? Ну смотри, каким образом они собираются тем, кто уже бессмертный, вот вернуть душу, ну, предположим, Они не хотят вернуть себе душу, они хотят создать новую. создать свою цивилизацию, да, передать им все знания и Ага. все-все-все. Ну, Нарциссизм как, и идеализм, да? да, будут великими богами для своей же цивилизации. Бессмертными и Хорошо, всезнающими. ясно. Скажи, пожалуйста, будучи, в общем-то, такими богами, как они себя считают, У них, всемогущими, кстати, с амбициями в плане значимости все крайне просто, в отличие от рептилий. У них есть амбиции в плане своей инженерной мысли, да. А они не считают себя, ну, как бы богами с поклонением и всеми там остальными приколами. Это больше рептильная фигня. Рептильная модель поведения, скажем так. Хорошо. Следующий вопрос по поводу того, что происходит на, скажем, сеансах по очищению. Почему они выполняют, предположим, твое требование не двигаться Потому или что я явиться? одушевленная. А можешь детальнее объяснить механизм? Ну вот, ну и что? Ну смотри, у тебя есть деньги, да? Хорошо. Ну Так. вот ты получаешь зарплату, к примеру.
И ты знаешь, что за эту зарплату ты можешь покушать, можешь там, ну, все вообще, все делать, да? То есть это от этого зависит твоя жизнь на сейчас. Как ты Мгм. там будешь перемещаться, во что ты будешь одеваться, будет ли тебе тепло зимой, да, ну вот такие все, ну еда, вода, дети там твои счастливые бегают, да? Ну то есть есть вот такое вот. Ну, к примеру, государство говорит, что твои деньги сегодня ничего не стоят. Мгм. Производитель денег тебе говорит, что твои деньги ничего не стоят. Скажи мне, можешь ты в этой ситуации что-то сделать? Ну, нет, не могу. Ну вот, производитель их энергии, ну, их денег, говорит им, что они стоят и не двигаются. То есть одушевленное существо, там, силой своего намерения, может каким-то образом забрать всю энергию, которую они получают в данный конкретный момент, или ограничить поток, или еще что-то. Ну, здесь вопрос Конечно, энергии получается. То есть ты да. можешь их обесточить, по сути. Ну, ты это и делаешь. Это во-первых. А во-вторых, ты, как существо одушевленное, своим намерением, которое проходит через душу, ну, энергией, которая проходит, ты на нее накладываешь намерение простраивает реальность, и ты простраиваешь свою реальность. То есть ты, по сути, можешь влиять и на их реальность, потому что они не могут простраивать ее. Они простраивают за счет тебя. Давайте все бояться войны, будет война, да? Они не могут простраивать почему? Энергия у них есть, они ее получают извне. Но они не могут с ней так работать или что, почему? Ну, смотри, они Так, получают смотри, энергию собственной души или у энергию... меня есть дома вода, из крана течет. Мгм. Я могу из нее делать ванну с солью, могу Так, сварить борщ, ну могу хорошо. помыть кота. Я тебе даю каждый день по стакану воды, и у тебя ее собралась целая ванна. Хорошо. Ну, сделай из нее горячую ванну, помой кота, сделай борщ. И у тебя ограничен все равно ресурс, а у меня нет. Я понял, но ты когда с кем-то конкретно взаимодействуешь, вот из них, допустим, ты источник энергии в данном, для конкретного существа. У него там запас энергии, там цистерна этой энергии, да, предположим, ну так образно. Есть еще 40 там человек, которые благополучно тоже подключены и питают его. Ну, ты вот Мгм. одна такая говоришь, мою энергию ты больше не получишь. А еще ты не получишь энергию того человека, с кем я сейчас работаю. Ну, потому что он мне дал, по сути, позволение на то, чтобы все это происходило. То есть я не нарушаю его суверенитет. Ну, а те, с кем ты взаимодействуешь еще где-то, ну, это не мое дело, я не могу вмешиваться, это их право, я не могу нарушать их суверенитет. В этом случае ты отключаешь его, предположим, только от вот этих вот двух источников. Но в той ситуации ты говоришь, все, кто касался энергии этого человека или моей энергии, являются сюда, то есть твоя энергия становится частью его, ты можешь через свою энергию на него как-то воздействовать или что? Нет, он находится в моем поле и в моей реальности. Понимаешь, как только он зашел в мое поле, он является моим, как бы, по сути, моей Попадает под твое собственностью, влияние. да. Но как глисты, которые у меня в кишечнике завелись, или Мгм. вши в волосах завелись у человека, да, он может решить, что с ними делать. То есть твои персональные глисты, твои персональные шик. Что хочу, то с ними и делаю, да? Да, конечно. Ну, это Мгм. паразиты, которые живут в моем теле, на моем ресурсе, да? То есть я могу игнорировать их дальше или там взять и вывести. Но вывожу я их же не потому, что я злая, или они там написали мне в тапке, и я обиделась. Но они тебе мешают Ну, каким-то потому образом. что они убивают меня. Они не просто мешают, они, ну, реально убивают мой организм. Все, что в моем поле, я могу этим управлять. То есть, коснувшись твоего поля, они, по сути, Да, дают обратный доступ тебе к ним. конечно. Вот. То есть вся суть этого вопроса, она сводилась, наверное, к тому, что доступ-то Они не дают, они попадают двусторонний. в зависимость, как бы, получается. Ясно. Хорошо. Что происходит в тех случаях, когда
Допустим, энергия попадает в хранилище. Ну, я так понимаю, что он там смешивается. Энергия одного человека, одной Да, души, одного попадая в качества хранилище, сливается в одну цистерну от разных людей. смешивается с энергией Да. разных людей. Соответственно, отделить одно от другой уже невозможно. Правильно? Ну, И когда ты вызываешь всех существ, которые когда-либо касались энергии конкретной души, тут, скорее всего, может явиться еще пару так миллиардов этих сущностей, которые касались этой энергии в по кучах цистерне, из той да. цистерны, да. Ну, во-первых, Происходит такое? цистерны смешанные, они не для еды, Мгм. а только для производства. А во-вторых, в такие места допускают только избранных, потому что, ну, сожрать все и там раздать, понимаешь, там еще кого-то накормить, Мгм. они могут. А серы тогда откуда питаются? Как они получают свою энергию, если не из этих хранилищ? У них есть определенная часть энергии, которая идет к ним напрямую, как процент, да, их доля, Мгм. она преобразуется в концентрат. Но она не смешивается с энергиями других душ. То есть она все-таки индивидуальная какая-то. Я к чему веду, что если энергия где-то смешивается, энергия разных душ, попадает дальше в качестве питания различным серым, да, то они, в общем-то, и попасть могут всей толпой. Да, да. У них есть какая-то по этому поводу какой-то протокол или система, схема. Но они смешанную энергию не едят, Мгм. конечно. Не едят Они именно по питаются этой ей. причине, что могут быть последствия, или вот просто они этого не делают? Почему не едят? Это как мусорка, что ли. Ну, вот как-то это смешанное помои. Мгм. Как техническое, понял? То есть они И, еще и гурманы такие, эстеты. кстати, есть еще, ну, технические концентраты, которые не собираются в цистерну, а собираются для перемещения, да, там каких-то астральных проекций их. Хорошо, давай сейчас тогда постараемся осветить тему присутствия серых в физическом пространстве, ну, в частности, то, что ближе к нам, в пространстве Земли. Скажи, пожалуйста, те корабли, которые замечали очевидцы, они физические или имеют некую другую какую-то структуру? Да, которые замечали физическими глазами все Да, ну, то есть которые физические. видели Да, да. присутствие в физическом пространстве. Форму, которая обычно им присваивают, описывают, то есть это некие тарелки, сигарообразные, ну и тому подобное, то есть Да, это треугольники. есть. Это все их объекты или кто-то еще присутствует в пространстве Земли на подобных аппаратах? Тут много составляющих. То есть все это аппараты, все физические. Есть аппараты, которые производство землян, есть аппараты, которые производство других гуманоидов Мгм. физических, которых сюда запускают для каких-то, ну, типа исследований, что ли, которых отлавливают потом. А с какой целью они в принципе являются в физическом пространстве на территории Земли? Задачи разные. Просто их допускают с условием ознакомительной, типа там, допустим, экскурсии, да, и потом их на выходе уже обрабатывают. Но это Никто физически, обладающий душой, живым отсюда не ушел. не понял. А непосредственно серые на своих каких-то объектах? Серые у них всегда есть задача глобальная повлиять на что-то, понимаешь? А какими процессами они в принципе управляют на Земле? Может быть, это погода, климат, Ну, еще по сути, какие-либо они события? управляют всеми процессами, потому что те технологии, которые есть у людей, в основном слиты, ну, слизаны, да, с устаревших технологий серых. То Мгм. есть выдана информация по разным как бы источникам приходит. И так по большому счету климатическое там, да, тоже оружие, оно вроде как у людей, но Мгм. при этом в любой момент его могут взять под свой контроль серые и управлять им. Допустим, ядерные, да, там вот эти установки.
Они вроде как у военных, да, они вроде как ими управляет какая-то страна, но в любой момент управление могут перехватить серые, и все. Ясно. Хорошо, еще один Потому что вопрос это все их технологии. по поводу этих объектов. Скажи, пожалуйста, как часто они используют пилотируемые объекты, то есть непосредственно участвуют в этих процессах, в своих этих телах, шкурках, не знаю, как правильно это можно назвать, По необходимости. в их Им нужен телах. забор, допустим, каких-то физических материалов. Но они это могут сделать и дистанционно управляемыми объектами, не рискуя Да, своими да, телами, этими оболочками. могут. Почему делают Они персонально? думают, что они рискуют, и риска вообще ноль. Я понял. Хорошо, Они абсолютно ничем не добывают ли серые какие-либо полезные ископаемые на Земле, ну или, может быть, какие-то ресурсы, помимо энергии? Все, которые они могли добыть, они добыли уже давно, сейчас нет. Им Земля не интересна, она пустая. Хорошо. Устанавливали ли серые или устанавливают ли какие-либо физические импланты в тела людей? Ну и с какой целью, соответственно? Это было, какой-то период времени. Был, знаешь, такой промежуток физических имплантов. Что это был за период? Что им нужно было получить в результате? И первое, что пришло, это какие-то аналоги чипов. Как эти импланты И влияли на как людей? дистанционное управление, они становились как, телевизор от пульта управляется, также это человек управляется через этот чип. Понятно. А почему отказались от этой программы? Ну, неэффективно. Слишком очевидно. Ну, то есть их можно... Можно достать, да. Были ли такие импланты, ну, обнаружены, исследованы? Может быть, они где-то по-прежнему Да, хранятся? были. Какие-либо выводы по этому поводу были сделаны? Или эта информация тут же была каким-то образом скрыта, засекречена? То есть что это за Я так последствия? понимаю, что они не поняли, как оно работает. То есть они поняли состав, и большинство из этих раскладок, да, как перечень составляющих элементов, он был какой-то внеземной, это быстро замяли, засекретили. Понять, что с ним делать, они вообще не могли. По сей день не разобрались с этими структурами, что это, как, для чего, может быть, какие-то технологии на основании Разобрались, а этих ты имплантов. думаешь, что твоя банковская карта работает на технологии людей Да. с чипом? Нет. То есть ты хочешь сказать, что все успехи в компьютерной технике, радиоэлектронике, ну и вообще все высокие технологии, это по большому счету заслуга серых, что ли? Да. Сами вообще ни до чего не дошли. Слушай, вот смотри, ты абсолютно полноценный человек, да? Вот Мгм. возьмем человека как такового, он может размножаться, ходить в туалет, любить, радоваться, да, моргать, без помощи всех этих штук, без 1105-го айфона, без там каких-то индукционных плит. Может себе там разжечь костер, да? Мясо пожарить может. Хорошо, это. Мамонта может убить без водородной бомбы. По сути, как бы мы можем обеспечить свою жизнедеятельность сами. Можем. Но подменяя вот эти понятия, то есть женщины уже в нашем обществе, да, не могут без УЗИ, не могут без ничего там родить ребенка здорового. Ну, почему могут? Ну, просто так безопаснее, можно много чего диагностировать Да, заранее. да, да. Но сначала можно его, женщину, в детстве вакцинировать, а потом диагностировать результаты этого. Понимаешь? То есть тут мы не будем этот... Ну, суть То есть, в того, что... принципе, в твоем организме заложено все необходимое для того, чтобы ты дал потомство здоровым детям, а не уродам, понимаешь? Мгм. Без всяких мутаций, без всяких болезней, без генетических, и вообще. То есть твой организм, он совершенен, что ты ходишь в шкуре на голое тело, да, и в принципе болеешь не так часто,
Как, Стоп. как Ну, ты тот, кто сейчас говоришь телевизор. о том, что весь прогресс, он, в принципе, сводится к тому, что его кто-то инициировал извне. Но это же не совсем так. Ты говоришь о сложных технологиях, а Дело колесо, не в паровоз — этом. это же та же самая история. Ну, только чуть проще. Хотя в Да, свое время казалось таким же а ты что Диким думаешь, прорывом. люди сами это все придумали? То есть и колесо им тоже подсказали. Ну, смотри, когда, допустим, появились поезда, паровозы, да, как ты Мгм. говоришь, на них ездила только элита. То есть такой прогресс, он очень выгодный тем, что, во-первых, он уводит человека от развития личности. То есть то, что ты знаешь, ну, я не знаю, там, физику, математику, да, там, в тех объемах, в которых ты ее не используешь, ничего крутого на самом деле нет. Но тебя держат в школе сначала 12 лет, а потом еще 5 лет в институте, Мгм. давая тебе объем, который, в принципе, нужен для человека только того, который этим будет заниматься. Я То же мысль понял. самое с прогрессом, то есть тебя уводят, ну вот смотри, да, ты можешь позвонить там, допустим, мне или там маме своей, да, там папе и спросить, как у них дела, к примеру, по телефону. А еще у тебя там есть, допустим, Facebook, контакты, куча всякой ерунды бесполезной, ну, для личности, для твоей, да. Но если бы ты развивался без технологического прогресса, то ты бы развивал, допустим, телепатию и так мог бы узнать, как у родителей дела, да? Мгм. Но тебя переключили на штуку, которая вне тебя, и она тебе говорит, что будет у тебя сегодня, да, там разговор с родителями или сеть недоступна. Если бы ты развивался сам, то ты развивал все, исходя из себя. И без любых внешних штук ты мог бы обойтись. Мысль я понял, но хотя бы давай возьмем пример развития той цивилизации, с которой потом появились серые. Их-то никто не двигал, никто не подменял им ценности. Но это просто путь развития. Кто-то, там, одна цивилизация по пути развития духовного пошла, Да, они а выбрали кто-то путь пошел по пути техногенного развития. технологий Да. и не дали нам выбора, а сказали, вот смотри, колесо. Подожди, нет, я имею в виду их цивилизацию, первоначальную. Они сами Да, развились до да, техногенного они какого-то сами технического развились уровня, и никто их и не в толкал. свои. Потому что внешнее идеализировать проще, чем внутреннее. Ну, то есть ты сейчас просто хочешь сказать, что, бывают варианты естественного развития техногенного, допустим, да, но в данном конкретном случае на Земле этот процесс был инициирован Ну, или на Земле, подпитан да, извне. чтобы быстро ну, поставить людей в зависимость. Если бы человек развивался самостоятельно, он бы параллельно развивал в себе тонкое видение и очень быстро понял, что что-то здесь не так. То есть это еще как отвлечение внимания. Хорошо, можешь ли ты понять, что изменилось за последние 20 лет? Как я отслеживаю, это этап крайне стремительного роста технологий, науки, Да. техники, развития компьютерной электроники, высоких технологий. Что происходит? Почему произошел такой прорыв? Это тоже влияние извне, и если да, то с какой целью? Да, важно автоматизировать все процессы и автоматизировать потом естественные процессы организма человека. К Ну вот, чему к нас примеру, готовят? готовят как бы к большему влиянию, к тотальному подчинению. Вот, к примеру, я просто тебе приведу пример. Ты кушаешь помидор, да, там или арбуз. Мгм. Ты говоришь, о, этот помидор хороший, он не нитратный, он с грядки, он вкусный. А этот безвкусный, он вообще фу, он полностью из нитратов, да, там накачанный, абсолютно безвкусный, без запаха. Ну вот ты так различаешь, да, качество продуктов своих. Если ты питаешься порошком, то есть Мгм. тебе сказали, слушай, Вася, выбрось все помидоры, они все там не такие. Мы сейчас тебе тут чистое, все микроэлементы, все витамины, те, которые тебе нужны на день, времени, сколько ты тратишь, поесть, приготовить или даже заказать еду, да, сходить в ресторан. Это куча времени.
Ну, давай ты пойдешь в ресторан с семьей в субботу, там, в воскресенье, и получишь от этого удовольствие. То есть у тебя будет эйфория от вкуса, да, там, того же мяса, там, кабачка, или вина, или чего там, сока. А среди недели просто не трать на это время. Таблетку утром выпил, ну, к примеру, да, или там стик расколотил в воде, выпил, все прекрасно, у тебя на сегодня все есть. Потом следующим утром встал, причем там не будет толстых, худых, все будут нормальные, все будет прекрасно. У всех сбалансированная в зависимости от твои часы электронные. Не посчитали, сколько тебе надо, какой там колораж, да, допустим, и сколько чего на день. И вот, пожалуйста, твоя таблетка на сегодня. У тебя все есть, все, что необходимо твоему организму. А потом в эту таблетку просто добавить то, о чем ты не знаешь. И все. Если помидор ты попробовал, сказал, фу, я такое есть не буду, да, то тут ты и не заметил. Ну, вот я на примере еды, а так во всем. Нейтрализуется сознание, нейтрализуются все естественные процессы. Это будет. В перспективе рисуется Да. картинка, как в той матрице, когда каждый в своей капсуле, каждого питает какой-то фигней, все автоматизировано, ну и только твое сознание подпитывается, подкармливается необходимыми ему Да, ну потому что эмоциями. достаточно твоему сознанию, да, дать импульс, чтобы оно производило эмоции. Вот по сути, мы смотрим фильм, да, в котором есть какой-то сюжет. Это не настоящие люди, это их не настоящая жизнь, но мы с ними плачем или смеемся, да? Ну, вовлекаемся, да, в эти Конечно. эмоции. Или там ты в соцсетях зарегистрирован, у тебя 100-500 тысяч друзей, и они сказали, фу, какая ты страшная на фотке. Это абсолютно может быть 1000, там, 500 людей, которых ты не знаешь. Которые, ну, в принципе, тебе на их мнение наплевать, потому что в жизни в твоей они никак не участвуют. Но тебе кажется, что они участвуют, потому что они там лайкают и комментируют. Понимаешь? То есть управление социумом, а может быть, ну, это 1500 ботов, созданных даже не людьми. Я понял. Ты можешь сейчас тогда, не знаю, проговорить или понять, к чему они хотят привести в конце концов Землю, то есть их конечный план в Нет. отношении человечества? Это один из вариантов. Знаешь, сколько у них таких разветвлений? И у каждого вида сущности свой план. Понятно. Ну и финальный вопрос сегодняшнего сеанса. Скажи, пожалуйста, если раньше похищали физически людей, Мгм. похищали с какой-то конкретной целью, по сей день происходят подобные похищения? Если да, то зачем? Ну, сейчас я не вижу, чтобы были интересны им наши физические вообще какие-то тела. А ранее Мы похищали с сами какой-то целью? прекрасно ставим себе чипы и все делаем. Был какой-то период, когда это было нужно и важно, исследования там проводились, и не только с телом, да, но и с психикой, и вообще с человеческой сутью. Ну, с вот этим набором данных, который является человеком. Вот. Было много чего проработано, и уже в этом смысла нет. Есть определенные данные. Это был длительный какой-то период времени? Да, да, это был длительный период времени. Закончился он относительно вообще недавно. Ну, скажем так, с развитием вот этих вот новых технологий быстрым отпала необходимость, ну, влиять непосредственно на человека какого-то отдельного. А каких именно технологий? Все, начиная от водоснабжения, очистительных сооружений, климатического оружия, нанотехнологий, хемтрейлы, массовые эти вышки, которые
влияют на сознание, сотовая связь, интернет, техника в доме бытовая. Не понял. Скажи, пожалуйста, могут ли серые каким-либо образом родиться или завладеть телом Нет. человека? То есть их сущность прямого доступа, ну как подселяются, это, предположим, Они рептилия. подселяются в тела, но они как операторы установок, да, то есть они не сознание они не могут взять под контроль, тело могут. А рептилии, они берут сознание под контроль и управляют им как костюмом. А что позволяет рептилиям осуществлять такой контроль, и почему серые не могут этого делать? Они не могут поглощать сознание. Серые. Да. А что значит поглощать сознание? Заполняют тело человека своей сущностью Это и своей какой-то становятся энергией или чем? Что это? Что значит сущность? барьером Мгм. между телом и душой. Хорошо. Наталья, спасибо тебе большое. Очень было интересно. Будем возвращаться.